Всем привет, меня зовут Мила. Очень надеюсь, что вы посмотрели предыдущее видео, а если нет, обязательно, пожалуйста, его посмотрите, там много полезной информации. В начале видео покажу все детали, которые нам нужны для сборки сумок. Да, сумки будем шить две, но изделие будет одно. Загадка. Но для многих уже нет. Итак, я начинаю с перемычки сумки соединительной части. Пришиваю тесьму-липучку по намеченным линиям. Отрезаю липучку примерно 10 сантиметров, этого будет достаточно. Разъединяю ее, одну часть переворачиваю, делаю нахлест и пришиваю квадратом. Эта перемычка с деталями-липучками нужна для крепления сумок, всего изделия на седло велосипеда, на его багажник, так сказать. Да, это сумки седельные называются, и кто их еще не шил, самое время сшить. Если нет велосипеда, самое время его купить. На багажнике идут две трубы, и на них как раз приматывается вот эта тесьма-липучка. Из юбки, которую вы видели в предыдущем видео, это джинсовый стрейч. Я выкроила обтачки, сшиваю их в длинную ленту и буду все детали обшивать этой красотой с розами. Далее я сделала 4 ручки. Ну, знаете, ручки на самом деле нужны 2. Но это просто психология сработала в голове. Раз сумки 2, значит на каждую сумку нужно 2 ручки. Нифига. Ручки нужно 2. Этого будет достаточно. Потом все поймете. Для начала сборки подготовила перемычку и 2 клапана. Все детали у меня обшиты тесьмой, которую я сама краила. И приступаем наконец-то уже к сборке. Кто сомневается в мощности своей машины, если она не берет какие-то толстые места, просто-напросто ставьте правильную иголку в машину и какие-то толстые неудобные места не прошивайте на скорости, а прошагивайте их. Маховое колесо немножко подкручивая, а не на педаль машины жмите. Так вы избежите поломки машины, поломки иголки, потому что все знают, если ломается игла, значит машина тоже травмируется. Однотонная деталь — это задняя часть сумки, цветная часть — это клапан. Сейчас нужно клапан пришить по намеченным линиям. Клапан выкроен специально шире основных деталей, чтобы не заливался дождь или снег. Это, конечно, немножко будет усложнять дальнейшую сборку, но зато в эксплуатации потом долгое время послужит хорошим бонусом. Все красные полосочки, которыми я пришиваю детали, они выкроены из джинсов. И сразу в этот же пришив идет ручка. Я ее подложила под красную деталь и потом отвернула наверх и еще раз проложила строчку. Вся эта конструкция должна быть очень крепкая, очень все хорошо пришито, поэтому не стесняемся, прошиваем 2, а то и 3 раза. Теперь берем перемычку и пришиваем ее тоже вот в этом же месте, но не прям вот в это все бьем, а немножечко ниже. И в этом месте будет основная нагрузка, потому что сумки будут очень хорошо набиты продуктами, какими-то покупками тяжелыми, и вот именно это место будет отвечать за целостность и за прекрасную эксплуатацию сумок. Поэтому не жалеем здесь времени на прошивание, на зашивание, на укрепление. В общем, уделяем особое внимание именно этому месту в нашем изделии. Я все швы закрываю подкроями, потому что у меня плотные толстенькие детальки все. И где-то их просто, вот, знаете, пришил, потом отогнул и шов закрыл таким бельевым каким-то, да, швом, или как он называется. Нет, тут так не получится, это все слишком толсто будет. И хоть у меня промышленная машина, но я тоже над ней издеваться не хочу. Поэтому я все зашиваю такими подкроями. На клапаны я пришила пластиковые застежки. И вот эта лента черная стропа, она у меня регулируется. Меня попросили
так сделать, чтобы когда много совершается покупок, чтобы был какой-то маневр у клапана, и впритык в натяжку не застегивалась сумка, чтобы можно было вот это регулировать и тем самым расширять как бы саму сумку и спокойно ее застегнуть. На самом деле делать это не обязательно, но опять-таки же это удобно. Во-первых, сумка уже в эксплуатации, когда мы смотрим это видео, и уже совершались эти большие закупки, и регулировка этого клапана уже состоялась. И, как объяснил заказчик, не зря он это попросил, это очень удобно. Застежки у меня разные, на одной сумке будут одни, на другой другие, но все 4 они черные. Ну, просто нет у меня 4 одинакових карабіна силові. Ну, це не поразка, це вихід із неудобного положения. Сразу, конечно, шьем все в двойном экземпляре. Первая сумка, вторая сумка. Да, и знаете, лучше шить сразу 2, а не так, что одну сшил, приготовил, вторую. Потому что так идет процесс одинаковый. Вы делаете здесь так, потом делаете и здесь так же. И у вас в голове ничего не забывается, и все идет как бы по плану, по намеченному, и вы не ошибетесь. Вторую сумку к перемычке пришиваем точно так же. Ничем не отличается, все делается одинаково. Если бы я шила седельную сумку себе, то я бы выбрала ткань полегче. Ну, хотя бы джинс. Но обязательно на подкладке бы сделала. Я не буду скрывать, что собирать эти сумки было легко. Нет. Их собирать было сложно, потому что конструкция большая, она занимает много места. Когда процесс этот еще подетальный, то это все весело и очень радует. Но когда это уже собирается почти в единое изделие, все уже почти пришито, то вот эту колдобину ты крутишь вокруг машины, крутишься вокруг нее. Еще нужно это как-то снять, показать масштабно, чтобы это все было, а не так там 2 сантиметра в кадр попало и ладно. Но это уже как бы мои трудности, это я захотела вам показать. Вы, например, никому не будете показывать, шить для себя, просто выберите себе полегче какую-то ткань. Вот. Но размеры берите эти, они уже проверенные. Ну, а вы, как уже заметили по кадрам, то сумка уже близится к своему завершению в сборке. Ничего сложного на самом деле в сборке нет. Главное пришить вот эти все колдобины к перемычке. И пришить это на правильном расстоянии, потому что если это все собрать на неправильных размерах, то сумка просто не наденется на багажник. Либо будет висеть до земли. И кто сомневается, что сумка касается самого колеса, спиц нет. Сумки держатся на раме. Они не касаются колеса, я тоже переживала за это, я вообще первый раз такое изделие шью, я первый раз такое изделие увидела, когда мне его заказали. И первым вопросом у меня было, а как же они не достают до колеса? Нет, говорит, не достают, они на раме. И последняя немаловажная деталь – это хорошая донышко для сумок. Делаю его из потолочных пластиковых плит, как они называются точно, я не знаю, это какое-то ПВХ, обшиваю тканью, вставляю в сумки. Все, и любуемся фотографиями созданного нами изделия. Как всегда, благодарю вас за то, что находите время посмотреть, послушать, поболтать, написать комментарий, возможно, поставить лайк. Я желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, всех люблю, всех целую, всем пока!